Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 2 февраля, выпуск промежуточный. Я хочу вам напомнить, что в комментариях под нашим вчерашним выпуском вы можете оставить свои вопросы, на которые я отвечу уже завтра, в пятницу, 3 февраля. Так, а теперь перейдем к темам, которые мы обсудим сегодня. Сегодня президент России вместе со своим дублером посетили славный город Волгоград. Славный город. Конечно, Волгоград был зачищен от нежелательных элементов во время посещения президента Путина. Путин сделал вид, что возложил венок и побывал на мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве. Перед посещением Путина довольно так широко муссировалась тема возвращения Волгограду названия Сталинград. Муссировалась в угоду Путину, все знают, как Путин чтит, чтит опять-таки в кавычках, конечно, ни хрена он, извините за грубое выражение, в реальности не чтит память о Второй мировой войне. Это является современной российской идеологией, которую сам Путин абсолютно не разделяет. Поклонение предкам, поклонением духам предков и так далее, это чисто языческие вещи, которые Путин насаждает через пропаганду российскому зрителю. Сам Путин, еще раз повторяю, ни во что подобное не верит и лишь только спекулирует на данных темах. Ему абсолютно плевать на ветеранов. Мы с вами об этом прекрасно знаем. Мы видели, как он относился к ветеранам на протяжении 20 лет. Я не говорю о последних годах, когда ветеранов осталось совсем мало, но когда он только пришел к власти. Тема ветеранов очень быстро сходила на нет. Конечно, о ветеранах вспоминали исключительно к 9 мая. Я сейчас говорю, конечно, о ветеранах Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. И мы с вами прекрасно понимаем, что прекрасно знаем, как Путин относился к ветеранам, прекрасно знаем, как большинство ветеранов жило в бедности, если не сказать в нищете. Государство давало копейки, крохи. В каких-то регионах, я знаю, давали по бутылке водки. Путину сообщали об этом ветеранам к 9 мая. Это просто издевательство, чистое издевательство. И Путину плевать было всегда на это. Всегда плевать. Участие в праздниках типа 9 мая для него, да, для него это важно. Важно для того, чтобы народ жрал большой ложкой насаждаемую идеологию. Идеологию поклонения только и всего. Поклонение, он делает вид, что поклоняется сам, но, конечно, это не так. Конечно, это не так. Во время мероприятий своей торжественной речи Путин сообщил о том, что ядерная война близко. Сообщил косвенно, опять-таки. Сказал, что против бронетехники будут использовать, против поставляемой Западом бронетехники будут использовать не бронетехнику. Так, тонко намекнув на использование ядерного оружия. Если Путин решится, я думаю, что он все-таки решится в определенный момент использовать ядерное оружие, то мы уже это с вами неоднократно обсуждали. Конечно, отвернуться не только Запад, то есть Запад будет действовать в таком случае, действовать довольно жестко, но, извиняюсь, такие страны, которые еще на сегодняшний день, будучи нейтральными по отношению к России, все-таки Россия считает своими союзниками, да, и российское руководство. Давайте опять-таки разделять Россию и российское руководство. Российское руководство считает своими союзниками. Конечно, на сегодняшний день такие страны, как Китай и Индия, союзниками не являются, пользуются возможностями, скупают за копейки природные ресурсы. И в целом, конечно, вся эта канитель под названием СВО, а вернее война, конечно, на руку этим странам. На руку в плане экономическом. Китаю не надо захватывать обширные территории. Он получает практически за даром нефть, газ, другие ресурсы. Мы знаем
об этом не понаслышке, знаем об этом с вами, уважаемые зрители и слушатели, наверняка. Так вот, примени Путин ядерное оружие, ну, считай, что все, он остался один единственный в этом мире. Я имею в виду президента Путина, и больше у него с этой минуты никого не будет. Я думаю, что удастся заблокировать подобные решения, но опять-таки есть все-таки вероятность того, что может произойти страшно. Может произойти страшно. Ответ будет моментальным, ответ будет очень жестким. Я боюсь, что мир окажется не просто на пороге ядерного конфликта, мир окажется на пороге исчезновения. По крайней мере, в том виде, в котором мы его знаем и видим сейчас. Необходимо избежать, конечно, подобной эскалации, необходимо избежать всеми силами. Для этого Запад должен действовать гораздо более решительно. Гораздо более решительно. Не идти ни в коем случае на общение с Путиным, как это делает Макрон, как это делает Шольц. Ни в коем случае. Исключительная изоляция, исключительно зажать в экономических тисках российское руководство, введя санкции против стран, которые пользуются, то есть которые дают возможность обходить санкции, я имею в виду прежде всего и бывшие республики Советского Союза, которые идут на поводу у России, которые дружат с российским руководством. Это страны, как Грузия, в последнее время Казахстан, Киргизстан. Я думаю, здесь надо действовать намного жестче западным странам. Это мое мнение. Я знаю, о чем говорю, и я могу прокомментировать каждое слово. Поэтому я считаю, что, конечно, нужны более жесткие меры. Более жесткие меры. Иначе будет большая беда. Так, перейдем немножко к другим немного событиям. Сегодня поначалу с легкой руки Караулова стали разносить давно муссирующиеся слухи о том, что директор ФСБ Бортников уйдет в отставку, и на его место метит Сергей Борисович Королев. По крайней мере, говорят, это его креатура. Это действительно так. В этом случае мы подтверждаем эту информацию, и мы об этом говорили неоднократно. Бортников довольно давно просится в отставку, у него там семейные обстоятельства сложные, действительно сложные, действительно трагические, ближе к трагическому, вернее, завершению. Некоторые семейные обстоятельства, и он довольно давно просится в отставку. Ему, честно говоря, надоели все эти перспективы общения с Путиным. Довольно резко общается он в последнее время с президентом, и мы об этом неоднократно рассказывали. И вот сейчас президент вроде бы опять очередной раз созрел и обещает данные перестановки. Также говорят о том, что министр внутренних дел Колокольцев тоже уходит в отставку. Действительно, и такие планы есть, но все это в планах вместе с большой перетурбацией в правительстве российском. Будут осуществлены эти перестановки или нет, опять-таки зависит от Путина. Многие говорят о том, что это уже предрешено, ничего подобного. Мы уже неоднократно рассказывали, и вы об этом опять-таки прекрасно знаете. Путин любит быть непредсказуемым, поэтому все предсказуемые события он будет решать в последние часы перед тем, как объявить данное решение. По поводу кандидатуры Королева. Мы уже неоднократно обсуждали этого человека, и я и в общении с нашими подписчиками в Patreon, и, по-моему, на общую аудиторию говорил, что это человек неоднозначный. Он может сыграть очень интересную роль в предстоящих событиях. Я пока не буду конкретизировать, но это точно. Так, уважаемые зрители и слушатели, мы с вами уже 10 минут в эфире. Давайте немножко уже закругляться. Я напомню, что у нас мы работаем в регламенте 10-12 минут.
ежедневные выпуски. И будем готовиться к завтрашним ответам на вопросы. Свои вопросы вы можете оставлять в комментариях под нашим вчерашним роликом, если вы хотите получить конкретный ответ на свой вопрос, потому что я буду отвечать только на популярные вопросы, которые наберут наибольшее количество лайков. И то, если вы хотите все-таки получить ответ на свой вопрос, подписывайтесь в Patreon. Несложная процедура подписки для жителей России и Республики Беларусь. Есть алгоритмы, по которым можно подписаться. Все это есть в интернете, прогуглите, и я уверен, проблем не будет. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне. Я уверен, вы об этом знаете. Ставьте лайк нашим видео, пишите комментарии, минимум 5 слов, если вы нас поддержите. А также хочу напомнить нашим уважаемым зрителям на территории России и Республики Беларусь: смотрите, пожалуйста, наши ролики с включенным VPN. Это поможет нам монетизировать ваши просмотры, а вы таким образом нас поддержите. Большое спасибо, всего доброго, до свидания.